Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии промышленность начинает уезжать вместе с инвестициями. После отказа от дешевого газа компании все чаще смотрят на Соединенные Штаты Америки, где энергия и субсидии выгоднее. Фридрих Мерц требует от партнеров по коалиции срочно облегчить налоги и правила для бизнеса, потому что иначе рабочие места будут создаваться уже не в Германии. Урсула фон дер Ляйен параллельно запускает европейские программы для чипов, батареи и оборонной промышленности. Хватит ли этих мер, чтобы удержать производство внутри Европейского Союза? И это еще не все. Германия начинает терять позиции в конкуренции за IT-специалистов по сравнению с Канадой и Австралией. Сегодня специалисты выбирают те страны, где быстро дают визы, ниже налоги и проще работать, например, на английском языке. В итоге Германия рискует потерять не только заводы и промышленность, но и квалифицированные кадры, без которых не будет ни цифровизации, ни экономического роста. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии усиливается ощущение структурного перекоса в экономике. Поводом стали данные о промышленности, инвестициях и динамике ВВП за последние 2 года. Все вы знаете, что после 2022 года Германия и Европа полностью изменили энергомодель. Российские поставки газа были остановлены, в ускоренном режиме построены СПГ-терминалы, заключены контракты с Соединенными Штатами Америки и Катаром. Энергетическая безопасность вроде бы и обеспечена, однако цена для промышленности осталась выше докризисной. Если мы с вами посмотрим на промышленную статистику, то производство в химии и машиностроении до сих пор находится ниже уровня 2019-2021 годов. Я вам раньше рассказывал, что ряд компаний объявили о переносе новых инвестиций в США. Напомню, что в Соединенных Штатах действует масштабная программа субсидий для промышленности и энергетики. Приведу сразу пример. 53-летний Юрген из Кёльна работает на предприятии, которое производит комплектующие для автоконцернов. Руководство компании в 2024 году решило расширить производство в Техасе. Аргументы были те же: налоговые льготы, субсидии на электроэнергию и предсказуемые регуляторные условия. Немецкая площадка сейчас в Германии продолжает все-таки работать, но вот новые линии предприятия уже ставят за океаном. Мы с вами должны понимать, что такие решения задают направление развития на годы вперед. И такие инвестиции за пределами Европы определяют будущие рабочие места и налоговую базу уже не в Германии. Сегодня Фридрих Мерц в такой ситуации делает ставку на снижение корпоративной нагрузки и ускорение согласований для предприятий. Его команда говорит о необходимости вернуть промышленную динамику внутри страны, и, как мы видим, сегодня в центре внимания это налоговая реформа, энергетические издержки и упрощение регуляции. Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен начала продвигать новые программы, например, поддержку производителей чипов, батарей, оборонной техники и оборудования для зеленой энергетики. Брюссель рассчитывает сформировать собственную индустриальную базу, чтобы сократить зависимость от внешних поставщиков. В результате сейчас Германия одновременно фиксирует как национальные меры поддержки, так и параллельно участвует в европейских фондах. А как вы понимаете, это серьезная нагрузка на бюджет Германии. Добавлю еще один практический пример. 46-летняя Клара из Гамбурга владеет логистической компанией. За последние 2 года стоимость электроэнергии, страховки и лизинга выросли. Часть ее клиентов пересматривают объемы перевозок, так как производственные заказы у них также сократились. Пока бизнес Клары остается прибыльным, но вот план расширения автопарка все же перенесен на неопределенный срок. Что касается исторического контекста, то вы помните, наверное, как в 1970-х Германия сделала ставку на долгосрочные энергоконтракты с СССР, что тогда обеспечивало стабильность и рост промышленности. После 2022 года структура зависимости, конечно же, изменилась. Теперь ключевым партнером стали Соединенные Штаты Америки и страны Персидского залива. Контракты также долгосрочные и привязаны к международным индексам. Поэтому нам с вами необходимо время, чтобы понять, сможет ли Германия сохранить статус индустриального центра Европы при более высокой себестоимости энергии и усиливающейся конкуренции со стороны США и Азии. Следующая новость, одна из самых важных. Сейчас Германия сталкивается с новой конкуренцией за IT-специалистов, главным образом со стороны Канады и Австралии. На первый взгляд может показаться, что проблема чисто кадровая, но мы прекрасно с вами понимаем, что на деле она затрагивает саму экономику Германии, технологическое развитие и уровень зарплат в стране.
Кстати, напомню, что Германия давно пытается удержать IT-кадры. Эта проблема не сегодня появилась. Также напомню, что еще в 2022-2025 годах были упрощены визовые требования для высококвалифицированных специалистов, увеличены квоты по голубой карте Европейского Союза, но, к сожалению, эффект оказался ограниченным. Многие программисты сегодня выбирают именно Канаду и Австралию. Есть на это свои причины, например, визовые системы, налоги, уровень цифровизации, да и качество жизни. С начала 2024 года поток IT-иммигрантов из Индии, Украины и Южной Америки в Германию заметно снизился. Одновременно Канада привлекла специалистов через программу, которая называется «Глобальный поток талантов», обещая быстрые рабочие визы и минимальные бюрократические препятствия. И это еще не все. Например, даже Австралия предложила схему под названием «Временная рабочая виза по востребованной специальности» с возможностью постоянного вида на жительство уже через 3 года. Давайте приведу сразу пример. 29-летний Алексей из Киева, разработчик мобильных приложений, получил предложение от Берлина, Ванкувера и Сиднея. Он выбрал не Германию, нет, а Канаду, потому что рабочая виза за 2 недели, налоговые вычеты на аренду жилья, английский язык для всей работы, не надо годами учить немецкий, понятные правила трудовых контрактов. В Германии оформление заняло бы месяцы, а налоговая нагрузка, вы уже знаете, была бы выше на 15-20%. Я думаю, вы бы на его месте поступили так же. На самом деле, сегодня в Германии для немецких компаний эта ситуация становится по-настоящему острой. Нехватка специалистов сказывается на скорости запуска проектов, внедрении новых технологий и на конкуренции на мировом рынке. В Берлине и Мюнхене уже обсуждают разные меры, от программ переобучения до сокращения бюрократии и налоговых льгот, но реальных изменений пока мало и процесс идет слишком медленно. А цифровая инфраструктура все-таки играет ключевую роль. В Канаде и Австралии компании активно используют облачные платформы, полностью интегрированные решения для удаленной работы, быстрый доступ к международным разработкам. А вот в Германии с этим сложнее, так как старые государственные сервисы, задержки в цифровизации и требования к локальному хостингу создают дополнительные барьеры для компаний. Давайте смотреть прямо. Германия долго делала ставку на внутреннее производство и традиционные отрасли. В 2000-х IT-рынок рос, но миграционные барьеры все-таки были высокими. Сейчас страна пытается наверстать упущенное, но конкуренты уже закрепились на глобальном рынке талантов. Пожалуйста, еще пример из жизни. 34-летняя программистка Лиза из Берлина получила предложение перевестись в Торонто, международную финтех-компанию. Зарплата выше на 20%, бонусы по результатам проектов, прозрачные корпоративные социальные пакеты включают как медицинскую страховку, так и даже пенсионные накопления. А теперь догадайтесь, что она сделала. Она приняла предложение, потому что в Германии такие условия для стартапов встречаются редко, а крупные корпорации сильно бюрократизированы. Теперь ценный специалист работает за пределами Германии, темпы технологического развития замедляются, а налоговые поступления сокращаются, потому что этот сотрудник сменил страну работы. Таким образом, мы с вами видим, что Германия оказалась между двумя задачами – ускорить цифровизацию и реформировать визовую систему, чтобы удержать специалистов и одновременно не потерять инвестиции в проекты и в IT-секторе. Сейчас в Берлине активно начали обсуждать контроль за распределением грантов на технологии, упрощение миграции для узких специалистов и налоговые стимулы для компаний, которые удерживают IT-кадры. На этом пока все. Спасибо за просмотр.